ходе своих публичных выступлений Путин регулярно вводит зрителей в заблуждение. Не обошлось без этого и на прямой линии 2016 года. Почему вы не реагируете на клевету со стороны западных СМИ? Может быть, вам нанять хороших адвокатов и засудить средства массовой информации за то, что они публикуют недостоверную информацию об офшорах? Как это ни странно покажется, они не публикуют недостоверную информацию об офшорах. Но им в голову не могло прийти, что тот же Сергей Павлович Ралдугин, о котором идет речь, что он мог додуматься до того, чтобы все заработанные там деньги направить на приобретение музыкальных инструментов. Он купил там, по-моему, 2 скрипки, 2 виолончели. Последнюю, которую он приобрел, около 12 миллионов долларов. Но всяких жуликов и прочих, прошу успокоиться, у Сергея Павловича уже ничего нет, потому что он на приобретение этих инструментов истратил больше денег, чем у него было. Близкий и давний друг Путина Сергей Ралдугин владеет 2 офшорными компаниями, проводившими мошеннические сделки с другими близкими к Путину людьми и структурами. В офшоры Ралдугина из России было выведено не менее 2 миллиардов долларов. Самая дорогая скрипка в мире Вьетан стоит около 18 миллионов долларов. Даже если бы Ралдугин все 4 упомянутых Путиным инструмента купил по максимально возможной цене, то есть за 18 миллионов долларов, то общая сумма составила бы всего 72 миллиона, но никак не 2 миллиарда. Информация достоверная, но кто этим занимается, вот этими провокациями? Написали статью впервые, она где появилась? Я вчера вот у Пескова спрашивал, пресс-секретаря, Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung входит в холдинг медийный, а этот медийный холдинг принадлежит американской финансовой корпорации Goldman Sachs. То есть везде торчат уши заказчиков. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung является стопроцентным дочерним предприятием группы Süddeutscher Verlag, 81% который принадлежит холдингу Südwestdeutschen Medienholding, а 19% семье основателей газеты, сообщил исполнительный директор издания Süddeutsche Zeitung Stefan Hilscher. Он уточнил, что газета не принадлежит Goldman Sachs ни напрямую, ни косвенно. Резервы вернулись на уровень начала резерва Центрального банка, или так называемые международные резервы государства, на уровень начала 2014 года, даже чуть больше, были 385,5 миллиардов долларов, стали 387 миллиардов долларов. Это ложь. В начале 2014 года внешние резервы России, согласно данным Центрального банка, составляли 510 миллиардов долларов, то есть на 123 миллиарда больше, чем сейчас. Международные резервы России сократились за 2 года на четверть. Мы совсем недавно обсуждали эти вопросы. Как оказать помощь наиболее уязвимым категориям граждан. Чрезвычайно важная вещь, потому что у нас и уровень людей, проживающих за чертой бедности, чуть-чуть приподнялся, что это тревожная тенденция. Количество людей, проживающих за чертой бедности, увеличилось не чуть-чуть. По итогам 2015 года число бедных россиян выросло больше, чем на 3 миллиона человек. За чертой бедности оказались 19 миллионов россиян. Это абсолютный рекорд с 2006 года. Рост числа бедных только за один 2015 год составил 19%. Надо уметь говорить правду и брать на себя ответственность.